Здравствуйте, мои дорогие. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я его ведущая и создатель Екатерина Варади. И сегодня я расскажу вам про 86-й день со дня ухода в другой мир нашего младшего сына Ивана, Вани. Сегодня был достаточно необычный день, потому что я ехала почти 3 часа для того, чтобы навестить мою подругу, которая болеет раком. И, сами понимаете, 3 часа – это достаточно долгое время для того, чтобы ты много о чем подумал. Я вдруг осознала такую горькую истину, что до тех пор, пока ты сам не переживешь горе, ты просто не можешь тебе сложно посещать тяжелобольных, навещать тяжелобольных, потому что ты просто не знаешь, что сказать. Не потому что ты плохой, бездушный и так далее. Ты просто реально не знаешь, что сказать. И вот наша история с Анной. Анна – это одна из художниц, которая выставляется у нас в галерее. И она достаточно давно выставляется, очень человек самобытный, очень интересный, с таким богатым прошлым. Хотя бы рассказать о том, что она была первой женщиной-следователем в Венгрии. Она проработала следователем более 27 лет. Огромному количеству людей помогала, всегда была очень позитивная, и есть очень позитивная, очень здорово настроенная, совершенно классная. И близко мы с ней познакомились, когда 2 года назад я поехала в пленэр-лагерь в одну из венгерских деревень, сел, я не знаю, в котором как раз живет Анна. И она помогала в организации этого лагеря и предложила мне ночевать у нее в мастерской. Для меня вечно проблема с жарой в Венгрии, потому что я же кровь-то у меня другая, не венгерская, поэтому мне в жару я просто не живу. Я сразу сказала, что, ребята, если не будет кондиционера, я не могу поехать, потому что 40 градусов, я просто спать не буду, и все. И она предложила мне свою мастерскую, у нее там как маленькая квартирка такая с мастерской. И когда я туда приехала, настолько они радушно нас пригласили пообедать, напоили, накормили, мы так здорово поговорили. Замечательная семья, муж великолепный, дети, там сын с ними живет, младший и старший. У старшего уже семья, еще у нее есть приемная дочь, которую она удочерила. В общем, самые такие позитивные воспоминания у меня с ней связаны. Мы потом тоже поддерживали связь. И потом получилось, что оказалось, что в жизни мы пойдем параллельными курсами, потому что, собственно, вот когда мы близко познакомились в лагере, до этого я была с ней шапошно знакома, а когда мы близко познакомились в этом пленэр-лагере, то у Ваньки уже болела спина, но я еще не знала ни о каких диагнозах, но уже беспокоилась. У нее вообще ничего не было, было все окей. И осенью, когда у Вани определили опухоль на крестце, и естественно, у меня волосы встали дыбом, и с тех пор они обратно встали только после его ухода, у нее определили рак быстротечный, потому что вот про нее никак нельзя сказать, что она пренебрегала там какими-то советами врачей и так далее, потому что, привыкнув за время своей полицейской карьеры ежегодно проходить диспансеризацию, она честно ее проходила. То есть в начале того года, когда у нее определили рак легких и мозга, она сделала флюорографию, рентген. Мало того, она делала операцию на глазах, и врач сказал ей, что посмотрите легкие, потому что что-то вот у вас по сетчатке, обычно такие вещи бывают, плохо заживает. Обычно такое бывает, когда с легкими проблемы. Она и тогда пошла к врачу, и у нее все было нормально. Это было за 2 месяца до того, как выяснилось, что у нее рак легких, плюс уже метастазы в мозг пошли. То есть какой-то безумно скоротечный. И что мне, конечно, безумно понравилось, это то, что врач сказал: вы же прививались после ковида. Да, как раз через 5 лет после прививок такое начинается. Да плюс вы еще и прививку от гриппа сделали, сказал врач. И, понимаете, тут момент такой, и эта прививка от гриппа все усугубила, поэтому у вас так. И ты так думаешь, извиняюсь за мой французский, нас же заставляли все, то есть просто
чуть ли не за горло хватали, чтобы мы привились от ковида минимум 3 раза, а то и больше кто-то прививался. Мало того, эту прививку от гриппа пропагандируют из каждого крана. Вот честно вам сказать, мы не прививались, и слава богу, потому что я вообще очень к прививкам отношусь скептически после того, как у меня что у 2 детей, что у собаки возникали очень тяжелые осложнения после определенных прививок, особенно комбинированных. То есть у меня как бы есть основания, почему я этого боюсь. Вот. И потом получилось так, что вот мы с ней шли параллельными путями, пробовали какие-то альтернативные методы. Но она лечилась в Венгрии, а мы в Германии. И периодически созванивались. И всегда друг за другом молились, потому что она тоже верующий человек, другой конфессии, она тоже христианка, но, насколько я помню, она протестантка, но она ходит и в католическую, в православную церковь, греко-католическую, вернее, греко-католическую, которая почти то же самое, что православная. Вот. Нам это абсолютно не мешает, и знаете, что совершенно удивительно, что вот когда ты молишься, и друг с другом ты молишься о ком-то, и за тебя молится, возникает между нами такая вот связь. Это мы уже не раз определяли, я в моей жизни это чувствовала. То есть этот человек становится тебе родным, даже вне зависимости от того, что по крови он тебе не родной. Видишься ты с ним редко, разговариваешь ты с ним редко и так далее. Вот. И, в общем, в то время, когда мы встречались, еще ничего не предвещало. Потом у нас был такой период долгой борьбы, в которой мы уже общались меньше, потому что и мне, и ей было тяжело говорить и так далее. Вот. И вот мое открытие, когда я сегодня ехала, я подумала, потому что, понимаете, мы послезавтра уезжаем в отпуск, и, естественно, мне все говорили, ты что, с ума сошла, у тебя дел полно, куда ты сейчас поедешь? Вот. А мне вот прям надо было, вот я чувствовала, что мне надо. И вот мое главное открытие было то, что если бы не горе, которое меня постигло, если бы не потеря и не болезнь Вани, я бы на эту поездку никогда не решилась. И не потому, что я черствый человек, а потому что страшно. Потому что не знаешь, что... Во-первых, ты не знаешь, чего ты увидишь, потому что самое страшное такое, вот знаете, привидение нашего века, это рак. Ты не знаешь, чего ты увидишь. Ты не знаешь, что человеку сказать. Ты не знаешь, как его утешить, и о чем вообще с ним можно разговаривать. И при всей... И вот эта невозможность помочь, ты ничего сделать не можешь, и поэтому подсознательно ты будешь искать все поводы для того, чтобы избежать вот такого болезненного контакта, для тебя болезненного. Вот. И на самом деле, что я теперь знаю, что мне кажется важно для тех, кто меня слушает, даже если у вас, дай бог, чтобы у вас не было никакой потери, но мне кажется, это такой универсальный рецепт. Я уже так с Моникой тоже проговорила, потому что у нее мама болела долго. То есть я не только из визита к Анне это поняла, и до этого тоже из разговоров, но тоже после ухода с Ваней, вот разговоры, которые были у меня с другими людьми. Во-первых, очень важно то, что всегда нужно спросить, хочет ли человек тебя видеть. Потому что вся проблема в том, что часто люди не хотят, чтобы их видели в болезни и слабости. То есть такое бывает. Поэтому это нельзя принимать на свой счет. Это нужно... Я, кстати, сама, когда ногу сломала и лежала в больнице, меня многие навещали, и я не всегда была этому рада, ну, потому что просто ты лежишь совсем никакой, там уж какая прическа, какой вид, думаешь, боже мой, сейчас меня увидят такого крокодила. И, ну, особенно, когда ты так не смертельно болен, думаешь, вот выпишусь тогда. Вот. Второе, нужно... Я понимаю, что всем очень хочется что-то привезти человеку, то есть с пустыми руками не принято. Всегда есть смысл не покупать то, что кажется вам нужным, а всегда спросить больного. Понятное дело, что вам больной скажет, ничего не привози, привози себя. Говорят так все. Я обычно говорю так, слушай, ты же понимаешь, что я все равно что-нибудь куплю. И мне очень важно купить то, что нужно тебе. Вот то, что ты съешь с удовольствием. Или, может быть, тебе что-то нужно, какие-то витамины, какие-то добавки. То, на что у тебя нет возможности купить, потому что ты там не в Будапеште живешь. И вот так было и с Анной. Она мне сказала, я ее стала, ну, я знала, в какой провинции она живет. То есть там фрукты туда везти без толку, там все и так вкусно и свое. Овощи, соответственно, тоже, но остается там тортики, и вообще я узнала, что она может есть все, у нее нет проблем с желудком. Я говорю, ну, торты, она, конечно, брыкалась, я говорю, витамины нужны? Нет, все есть. Биодобавки нужны? Все есть. Я говорю, что-то другое? Все есть. Я говорю, хорошо, привезу торт. Ты можешь есть торт? Она говорит, ну, из-за химиотерапии у меня повысился сахар,
Я говорю, хорошо, привезу диабетический торт вкусный. Она говорит, ладно, если типа тебе все равно это надо, то давай. Я туда привезла тортик, она говорит, только небольшой. Я привезла небольшой тортик, собственно, отправили они меня домой вообще с ящиком персиков и абрикосов и арбузом собственного производства. Я, значит, соответственно, брыкалась как могла, потому что, ну, реально неудобно. Ты приехал человека навестить, а уезжаешь с прибытком, так называемым. Но здесь уж ничего не поделаешь. И еще третье правило, вот первое, да, что нужно спросить, можете ли вы вообще приехать, второе, что купить, и третье, не пытаться разговор направлять туда, куда хочется вам. То есть если... Потому что очень разные реакции бывают у человека. Да, на самом деле, это у меня не первый визит в жизни к такому тяжело больному человеку. Первый раз это был, когда я была намного моложе и не была с этой темой связана. И вот именно тогда я поняла, что это вообще очень трудно, и тогда я не знала, как себя вести. А здесь я просто отдала все на откуп ей. То есть что, о чем она хотела говорить, о том она говорила. Потому что никогда не знаешь, захочет человек говорить про болезнь или не захочет. Захочет говорить про свой страх или не захочет, про будущее. Здесь вот такие темы затрагиваются. Вот как говорить с человеком, который болен, и которого там 4-я стадия, о будущем. Он сам не знает, будет ли оно у него это будущее. Говорить, значит, типа того, что не бойся смерти, потому что вот я чувствую, что Ваня жив, тоже как бы, мягко скажем, бестактно, потому что человек жив, и я очень сильно надеюсь, что выживет. Вот, и, ну, как бы да. То есть, и в данном случае я давала возможность Анне разговаривать о том, о чем хочет она, отвечала ей на вопросы, которые она задает мне. Мы там и обнялись, и повспоминали. И, в общем-то, я могу сказать, что вот сейчас я себе записки делаю, чтобы не забыть ничего важного сказать. Потому что, понимаете, уже сейчас времени 4 утра. Пока я тут все готовила для выпуска, я решила оставить сначала понять, о чем я хочу говорить, потом сделать все оформление, а потом уже залить видео и лечь спать. Поэтому с соображениями у меня уже не очень хорошо. Вот, и, соответственно, мне кажется, наверное, да, самое важное, что по большому счету, что я сегодня поняла, это то, что человеку не важны слова, а важно вообще твое сочувствие и ощущение присутствия того, что он не один. Вот ощущение того, что он не один. Потому что, насколько я понимаю, когда ты заболеваешь, ты вообще ощущаешь себя в изоляции. Вот такое то же самое было со мной, например. У меня была это, собственно, изоляция добровольная, потому что я не хотела, я не могла ни с кем разговаривать. Ванька тоже, он очень рассчитывал поправиться, и он начинал звонить знакомым, когда ему становилось лучше. Когда ему становилось хуже, он не хотел, чтобы ему звонили, он не брал трубку. И потом просто писал, что там перезвоню попозже. Вот. Но когда ему становилось лучше, он, видно, тоже чувствовал свое одиночество, и он звонил. И причем, что интересно, что звонил не только друзьям, но и звонил и взрослым своим, вот, кому он лечился. Он поддерживал очень контакты со многими людьми. И, в общем, вот так вот. Вот. И мы как раз вот выяснили с Анной сегодня, что мы практически с ней, то, о чем я вам с самого начала сказала, что практически человек, который молится друг за друга, он становится родственником. Мало того, ты начинаешь ощущать, что вот эту молитву начинаешь ощущать. Я это не раз чувствовала. Был один очень интересный случай у меня с моей крестницей. У меня есть подруга, одна из самых лучших, она живет в Москве, у нее 8 человек детей, сразу скажу, от одного брака. Вот, хорошая, счастливая семья, замечательные дети, из них 4 моих крестниц. У нее 7 девочек, 1 мальчик. Мальчик в середине, не в конце. То есть не то, чтобы они бились за мальчика. Вот. И один раз, когда было 11 лет одной из моих крестниц, она очень опасно заболела. То есть вплоть до того, что у нее был какой-то вирус, который вызвал паралич. Постепенно этот паралич поднимался. У нее даже была остановка сердца. Врачи не могли определить. Ее положили в инфекционную больницу. То есть мама даже не могла там находиться. Это был просто какой-то кошмар. И моя подруга проводила там все время практически около забора этой больницы. Ей пытались очищать кровь, перегонять, потому что что-то напало на вот какой-то возбудитель, напал на кровь и не позволял, они не знали, от чего лечить, и потом, в общем, удалось определить, что и помог очень класс, собрали деньги на лекарство какое-то, и ее вылечили полностью. Но было интересно, что я до подруги очень редко могла дозвониться, именно потому что она все время была в невменяемом состоянии около больницы.
Реанимация, остановка сердца, все было. У ребенка 11 лет, она не могла двигаться, то есть, ну, и ты не можешь к ней подойти, это вообще кошмар представить себе. И я все время о ней молилась, и вот это было ощущение, что когда ты молишься, что ты чувствуешь, как человеку тяжело, ты прям чувствуешь, как когда ты молишься, как будто ты тянешь воз. Вот знаете, ты молишься, пробивая вот эту тяжелую стену. И вдруг в какой-то... Я все время понимала, что ей плохо, то есть что там ничего обнадеживающего нет. И потом, когда звонила и удавалось дозвониться, выяснялось, что да. И вдруг в какой-то момент я молюсь. Ну, там получалось, что я вот так, чтобы перед образами стоять молиться, это было, ну, не так часто, а так в течение дня все время. И вдруг в какой-то момент, прям вот конкретный момент, скажем, в 4 часа дня, я почувствовала, что молитва идет прям вот так. Я думаю, фу, похоже, ей лучше. И я звоню подруге, не дозваниваюсь сначала, но дозваниваюсь вечером, и выясняется, что именно в это время ей реально стало лучше, потому что нашли возбудителя, дали лекарство, это лекарство сразу подействовало, и у нее прям резкое улучшение началось сразу. То есть это было настолько для меня поразительным ощущением, потому что, ну, минуточку, мы находимся в 1700 километрах друг от друга, то есть Будапешт и Москва расстояние, или 1760, или сколько-то в этом. Ну, и ты ощущаешь этого человека как будто самого себя. С близкими такая связь еще более сильная. Вот имеется в виду совсем с родными, с которыми ты каждый день находишься. Это там муж, жена, дети, родители. Вот. Но, в принципе, молитва действительно людей очень здорово объединяет. Это совершенно потрясающая история, потому что мы могли с ней спокойно разговаривать и о вере, и о переходе в другой мир, и о том, что мы не верим, ни она, ни я, о том, что, в то, что мы уйдем окончательно. То есть вот, и знаете, несмотря на то, что день этот был очень тяжелый в плане того, что ты действительно посещаешь тяжело больного человека, он был исключительно светлым, потому что было ощущение, что, я даже не знаю, как это сказать, что, во-первых, я нахожусь там, куда я должна была идти, куда я должна была прийти, что мое ощущение, что мне нужно приехать, это очень правильное. И потому что вообще не было страха и какого-то вот того, что вот как-то она изменилась, что у нее там из-за химиотерапии другие волосы и вообще... То есть вообще через 1 минуту после общения с ней я вообще на это не смотрела. То есть, ребята, это действительно так, когда человек меняется, там гормоны, все, они меняют черты лица, но настолько быстро проходит вот это ощущение, что вот ты думаешь о том, что он больной, ты видишь уже душу человека, и это совершенно потрясающе. Вот, и если... Но, конечно, если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот путь, вот так, да, я бы однозначно сказала нет, я бы предпочла бы встретиться с Анной при других обстоятельствах, чтобы она была здорова, и чтобы Ваня был жив, и чтобы мы вместе с ней встретились и радовались исключительно этой жизни. Но если так, то нам, ну, во-первых, хотим этого или не хотим, приходится это принять. И я пытаюсь найти какой-то свет в этой ситуации. То есть я вижу, что люди, которые переживают горе, переживают потерю, они становятся глубже, они становятся теплее, они становятся милосерднее, они становятся эмпатичнее, то есть они могут сопереживать лучше, они могут помогать больше. И вот знаете, если так говорить метафорами, то это похоже на то, что когда ты жил только в свете, ты видишь, вот знаете, как с солнечного света ты пришел, ты видишь только малую часть того, что тебя окружает, только светлое. Когда ты заходишь уже в темноту, и твои глаза приспосабливаются, ты можешь видеть намного больше чего. И, соответственно, ты видишь уже не один слой бытия, не один пласт бытия, а намного больше и намного глубже. И ты на самом деле вдруг начинаешь понимать, что боль других людей, она касается и тебя, что есть много людей, которые переживают или переживали такие же или даже большие потери, и это тебя не делает счастливее, потому что абсолютно ты не становишься счастливее от того, что у кого-то тоже плохо, и твое горе не становится меньшим. Но ты как-то начинаешь понимать, что вот это вот ход вещей, что мы от этого никуда не можем деться, и нам надо учиться в этой ситуации, вот из этой темноты извлекать свет.
и жить так, чтобы не делать этот мир темнее, а чтобы делать этот мир светлее, потому что нам бы самим хотелось, чтобы этот свет был бы ярче. И вообще, еще, знаете, такая метафора, что вот все больше понимаешь, что болезнь и смерть – это не конец, это только станции в нашей жизни. Вот у меня такая метафора, ну, я выросла в Москве, поэтому у нас метро очень разветвленное, большое, разное. Вот не во всех странах оно есть, но у нас есть такие участки в московском метро, когда ты едешь очень глубоко, а есть участки, когда ты выходишь на поверхность. И вот болезнь и смерть – это приблизительно вот так. Это когда есть моменты, когда твоя жизнь идет по светлой части, а бывает, когда она в глубоком темном тоннеле. И бывает, когда ты приезжаешь на конечную остановку. Но эта конечная остановка никогда не конец, там пересадка. Там пересадка или путь домой. То есть вот абсолютно полная метафора вот именно вот этого. И вспомните Гарри Поттера, да, когда там он встречается, он попадает, ну, видимо, в состоянии клинической смерти, он попадает в тот мир, который больше всего ему напоминает вокзал, такой затуманенный вокзал, там его встречает умерший Дамблдор, и что-то ему говорит. То есть вот этот вот момент, что смерть, она не конец, она остановка. Да, это трудно, пересаживаться с баулами, с чемоданами, со всем грузом наших воспоминаний, тяжести и так далее. Это всегда тяжело, но это необходимо, и ты это делаешь, а потом радуешься, что пока ты в процессе, ты весь жарко, и вообще тяжело, и вообще сейчас надорусь, а когда пересел, то вообще классно, потому что оказывается, что ты идешь куда-то в свет, куда ты едешь. Вот. И, в общем, интересно, что когда ты переживаешь потерю, ты вдруг понимаешь, что горя чужого не бывает. Вот это вот такой момент, тут у меня, по крайней мере, что горе не бывает чужого, потому что когда ты один раз сам проходишь через эту боль, то ты намного лучше понимаешь, как можно утешать другого. Не обязательно словами, можно без слов, просто своим присутствием. И мне кажется, что именно тогда рождается вот настоящее человеческое сострадание. Оно есть во многих из нас, и есть вообще совершенно потрясающие люди, которые без этого опыта умеют сострадать. Вспомните доктора Лизу, ну и многих других людей. Но в общем и целом, мне кажется, что горе и болезнь этому очень сильно способствует. И вот я уже давно замечаю, что когда ты встречаешь людей, ну, в кавычках я говорю, обделенных в плане того, что кто-то слепой, кто-то там глухонемой, у кого-то ДЦП, у кого-то еще какая-то болезнь, ты видишь, что эти люди, они светлее. Они намного более благодарны, они намного более светлые, они намного больше благодарны жизни, хотя, казалось бы, вот с их точки зрения можно только как бы плакать и стенать, что вот они лишены того, что имеют все остальные. А эти люди, наоборот, более благодарны. Вы знаете, такая я просто постоянно этому удивляюсь, потому что всегда, когда ты встречаешься с такими людьми, ты поначалу стекленеешь, ты не знаешь, что делать, как с ними себя вести, а потом оказывается, что, слушай, думаешь, боже мой, это я тут на что-то жалуюсь, смотрите на этого человека, он весь сияет. Вот. Так что вот так, мои дорогие, об этом был мой сегодняшний день, собственно, я приехала и упала, потому что очень тяжело что-то сегодня перенесла дорогу. Туда 3 часа, обратно 3 часа, и как-то потом еще все вот эти работы с видео и так далее. Поэтому на этом мой день закончился, но мне кажется, он был очень богат и на опыт, и на впечатления, и для меня очень был такой важной вехой. Так что спасибо вам, мои родные, за то, что вы со мной были. Я вас всех крепко обнимаю, я вас очень люблю. Спасибо вам за ваши письма, спасибо за ваши комментарии, за ваши звонки, за ваши голосовые сообщения. Огромное спасибо. И еще момент, что подписывайтесь на канал, у кого кто-то болеет. Когда болен близкий, дневник мамы, я там пишу о том рассказываю, извините, о том опыте, который приобрела как раз в процессе болезни, и который бы я хотела передать другим людям, потому что нам было бы намного легче, если бы мы знали в то время то, чего знаем уже сейчас. Но тогда нам никто ничего этого не сказал. Вот я сейчас пытаюсь это все разложить по полочкам,
Ссылка на канал есть в описании. Так что подписывайтесь и посылайте тем, кому это полезно. Это для меня очень важно сейчас, потому что алгоритмы YouTube меня найти не могут, потому что содержание одного и другого канала, он достаточно уникальное. То есть по алгоритмам YouTube меня люди вряд ли найдут, только с помощью рекомендаций. Спасибо вам еще раз, простите за то, что я вас о чем-то прошу. И спокойной ночи тем, у кого ночь, как всегда, традиционно. И хорошего дня тем, у кого день. И я желаю вам в этот день побольше света внутри и снаружи. До свидания, мои хорошие.